Харьков – русский город? А не охренели ли вы там, в своих московских болотах? Это же надо быть настолько оторванными от реальности, чтобы после всех бомбежек, после сотен убитых мирных, после тысяч разрушенных домов, все еще лепетать эту мантру про братский Харьков. Братский, ага. После кассетных бомб по Салтовке и ракет по площади Свободы? Вы что, совсем с головой не дружите? Русская армия шла на Харьков с уверенностью в легкой прогулке. Им рассказывали, что здесь их встретят хлебом-солью, что харьковчане чуть ли не с флагами выйдут встречать своих освободителей. Но встретили их совсем по-другому. Добро пожаловать в ад, как говорил Залужный. И ведь правда, ад наступил. Только не для Харькова, а для тех, кто сунулся сюда с флагами чужой страны и вонью чужой войны. Для тех, кто думал, что сможет купить лояльность людей, которые уже видели, что такое русский мир. В Донецке, в Луганске, в Мариуполе. Вы пришли с оружием, вас ждали с ненавистью, и теперь, когда кто-то снова пробует сказать «Харьков – русский город», у меня возникает лишь одно желание – дать въебало, потому что Харьков – это Украина. И если кто-то этого не понял в феврале 2022 года, значит ему придется понять это на своем горящем танке. Добро пожаловать на утилизатор реальности. Место, где кремлевская пропаганда приходит умирать под аплодисменты разума. Тут мы не делаем скидок на глупость, не ищем оправданий и называем вещи своими именами. Надеюсь, у тебя крепкие нервы. Начинаем. Утро началось как обычно. Кто-то уже пил свой кофе, кто-то тупо проверял почту, и вдруг небо рвануло. Первый взрыв, и мир разъебан. Тот самый звук, который ничего не предупреждает, он сразу берет за горло. Небо рвется. Люди замирают и начинают понимать, что больше не вернутся к обычной жизни. Первые минуты – паника. Но паника в Харькове длилась секунды. Там, где в других городах бы затихло и сдалось, в Харькове началось действие. Магазины с продуктами сменились очередями в аптеке за бинтами и обезболом. Но главная очередь была не за хлебом, очередь за оружием, за карабинами, за тем, чтобы встать рядом с тем, кто будет держать линию. Кто-то из соседей вытаскивает из кладовки старую двухстволку, кто-то идет в военкомат, кто-то просто начинает чинить баррикаду из мусорных контейнеров. И это не пафос, это реальность. Все выходят в поле боя, потому что иначе быть убитым в собственной квартире. Телефоны взрываются сообщениями. Куда бежать? Где укрытие? Кто может дать патроны? Волонтеры уже в пути. Машины с едой и водой несутся по разбитым дорогам. Люди в метро превращают платформы в убежища. И поют гимн, пока вокруг грохочут ракеты. Не герои, не красивые фильмы. Просто люди, которые поняли, что выбора нет и решили не пасть. А русские, они с этими своими чертовыми колоннами думали, что придут и раздадут освобождение. Они не знали, что встреча с Харьковом будет похожа на встречу с лавой. Первые джавелины, первые подбитые танки, и в их глазах мгновенно помутнело. Они не ожидали, что от обычных харьковчан их ждет не приветствие, а огонь в ответ. И это был тот самый момент, когда паника врага стала очевидной. Поехали назад, горят машины, дым, и запах бензина смешался с запахом новой ненависти. 24 февраля не сломал город, он разозлил людей. Первые взрывы дали старт не бегству, а ярости. И эта ярость превратилась в волю. Харьков проснулся и сказал: «Не пройдете». Вот где яйчишки оказались маловаты у этих героев. Не в городе, а в их мозгах. Они вошли с ревом двигателей и пафосом освобождать. А вышло у них как всегда – встреча с адом. Танки поджигали друг друга еще на подступах, броня плавилась, а экипажи, которые думали, что попали на парад, попадали в огонь, который им устроили обычные харьковчане и наши бойцы. И да, не только профессионалы. Дед с газовым баллоном, студент с охотничьим карабином, парень из подъезда с N-Love. Все вместе сделали из их победы пир во время чумы. Школа номер 134. Отдельная глава в этой их срамной повести. Группа врагов, забившись в школьный корпус, думала, что сможет спрятаться за детьми и зданиями. Хуй там, подумали харьковчане и ВСУ. Когда рашистские ублюдки отказались сдаться, им показали, что такое ответственность за свои деяния. Танк в упор, удар, и школа перестала быть их убежищем. Пожар, дым, крики и трупы. Они сами сделали себе могилу из асфальта и бетона. 5 взяли в плен. И это хорошо.
Пусть ответят перед законом и перед людьми. Остальные отправились на тот свет, куда им стоило бы идти еще раньше. А наших потеря один человек. Но этот один человек стал символом, он встал между домом и врагом. И что дальше? Дальше кромешный хлам у обочин. Брошенные танки, сгоревшие БТР, горящие машины с номерами, которые теперь будут служить доказательством полного фиаско величия. Российские командиры со своими приказами ввели в город. А вышло, что город их вывел сам, в мешках, на лафетах, оставив после себя только дым и позор. Народ действовал просто и эффективно. Засады на дорогах, тероборона в подъездах и волонтеры, которые подвозили патроны и еду, ради того, чтобы эти уроды не смогли переждать ночь. Их ожидали не хлебом-солью, а огнем и праведной ненавистью. И каждый подбитый танк — это не просто железка, это маленький памятник тому, что Харьков не прогнулся и не встретил братскую армию с объятиями. Короче, на их праздник освобождения пришел пир по-нашему. Они получили по заслугам, и пусть вся их пропаганда теперь переваривает запах горелой брони и слушает стук пустых сапог, потому что Харьков показал, здесь не место для их русскости. Они не могли взять Харьков лицом к лицу, и тогда решили бить по сердцу. Не по военным пунктам, а по площади, по рынкам, по домам, где живут обычные люди. Это не война, это месть. Тупая, звериная, бездумная. Ракеты в центр города, кассетные, боеприпасы по спальным районам. Авиация, будто ковшом вычерпывающая человеческие судьбы. Кто сказал освободители? Да это чистые террористы в форме. Площадь Свободы – символ города. Она стала горячей точкой не по воле харьковчан, а потому что враг решил показать всем, что ему наплевать на детей и стариков. Когда прилетает в центр, это не ошибка, это послание «мы можем, мы сделаем больно». И сделали. Люди, которые выходили на работу и в кафе, в институт, превратились в статистику для кремлевских сводок. Убитые, искореженные автомобили, дым и стекла, посыпанные как коробка с осколками. Это не война по правилам, это садизм. Но знаешь, что удивительно? Это только разбудило город еще жестче. Пока одни горели, другие несли воду, бинты, обогреватели, поднимали рухнувших с подъездов, вытаскивали соседей из-под завалов. Метро, которое раньше было записью в расписании, стало храмом выживания. Там пели гимн, учили детей, давали пить, кормили. Медики работали под огнем, не закрывая двери. Волонтеры тащили все, от дров до препаратов. Старушки давали пакетик варенья, а парни таскали мешки с кирпичом, чтобы закрыть окна. Это не кино и не патетика. Это простая человеческая солидарность, которая в эти дни рвала на куски любую пропагандистскую хуйню о братских народах. Был случай – старик, который прошел через нацистские лагеря, весь в шрамах, умер от российского снаряда у себя дома. Человек, переживший Бухенвальд, погиб в Харькове от рук тех, кто называл себя освободителями. Это срез всей этой мерзкой метафоры денацификации. И все это время власти и волонтеры не молчали. Одни кричали в микрофоны, другие ехали на красный маршрут, чтобы вытащить очередную семью. Зеленский называл это террором, и он был прав. Понимание простое. Если ты бьешь по центру мирного города, ты террорист, и ты несешь ответственность. И харьковчане дали этот ответ. Не сломались, не ушли под землю навсегда, а собрались в одну линию и стали держать город до последнего. Террор должен был сломать людей. Вместо этого он выковал сталь в их сердцах. Каждая улица, каждый дом, каждый подвал стал еще одним доказательством. Харьков не сломать, его можно либо уничтожить полностью, либо потерпеть поражение. И враг выбрал второе. Вот в чем соль. Харьков – это вам не порхающий флаг и не архитектурный памятник. Харьков – это люди. И когда пришел настоящий пиздец, эти люди не растаяли, не сложили руки и не стали ждать старшего брата с караваем. Они встали в строй. Не потому что им сказали, а потому что так вело сердце и мозг. Защитить свою мать, свою бабку, свой подъезд. А территориальная оборона – это не только автоматы и вкопанные мешки. Это сосед, который не ушел, потому что все равно никого нет, а остался и начал палить по вражеским засадным позициям. Это учительница, которая ночами шила бронежилеты. Это парень из общаги, который обучил сотню людей обращаться с автоматом. Люди, которые никогда раньше не брали в руки оружие, в один момент становились броней города. И не на бумаге, в реале. В топ-3 героя этих дней – волонтеры. Они привозили еду, лекарства,
обшивали раны, выносили стариков из горящих домов. Их имена не всегда попадают в хроники, но без них многие бы просто не дожили. Был день, когда вся Северная Салтовка горела, и люди все равно шли друг к другу в помощь. Был случай, парень с мотороллером, рискуя жизнью, разносил аптечки по подвалам. Была женщина, что по несколько дней сидела у двери роддома, пока врачи спасали новорожденных при свете фонарика. Это не театр, это сущая плоть города. И вот самая красивая и в то же время самая жесткая фраза. Мы говорим по-русски у себя дома, но за Украину умираем по-украински. Это резануло в спину всем русским сказкам. Язык – это не предикат верности государству. Верность измеряется делом. И Харьков показал свою верность не словами, а кровью, потом и обратно возвращенной жизнью. Город научился улыбаться сквозь дым. Он плакал, но не сдавался. Каждый отброшенный отряд врага, каждая подброшенная мешком с песком линия – это маленькая победа не над техникой, а над страхом. А страх – это то, чего у харьковчан уже не осталось. И знаешь ты, что еще? Когда приходил новый день, и город вставал из-под завалов, он делал это с новой уверенностью. «Я не дам вам моего дома, моего языка, моего детства». Это и есть настоящий ответ русскому городу. Не декларация, а действие. Они пришли с мыслью, что возьмут и уйдут с трофеями, а ушли, бросив все, что могли, оставив после себя только ржавчину и вонь. Возмездие началось не как плановая акция в штабах, а как простая цепная реакция. Сделали больно, получили в ответ в 100 раз больше. И это была не просто месть, это был джентльменский набор справедливости, собранный руками тех, кого пытались поработить. Контрнаступление под Харьковом – это не эпическое кино, это трехмерный пиздец для оккупантов. Их колонны подбивали еще до въезда в область. И энлавы делали свое дело как часы. Сталь коротила сталь, а воронки на обочинах рассказывали о том, что кто-то очень сильно ошибся в расчетах. В деревнях под городом начали находить брошенную технику. Целые дивизионы на свалках обугленные и пустые. Видимо, командиры в Москве не думали о том, что русская техника не бессмертна, а люди утомляются паниковать, когда вокруг горит все их высокое военное искусство. Пленные, оставшиеся в живых, шептались: «Нам сказали тут по-другому». И это был их приговор. Их слова звучали как признание в преступлении. Неверно оценил население. Получил по ебалу. Те ускоренные сборы, бросание вещей и бегство в сторону границы – все это выглядело, как если бы они пытались стереть следы своего позора. Но пламя на полях и дым над дорогами кричали: «Вы проиграли, и сделать ничего нельзя». А Харьков? Харьков шел по улицам и собирал свою победу. Люди, которые на днях закладывали мешки с песком и шили бронежилеты, теперь искали среди обломков чужие документы, чтобы знать, кого именно похоронили железом и огнем. Это было личное. Каждый подбитый танк – памятник их достоинству. Каждая брошенная каской – доказательство того, что величие уходит пешком, с опущенной головой и с вонью подгоревшей жопы. Возмездие не прощает. Оно учит. Оно отправляет назад тех, кто пришел с иллюзиями, и оставляет на полях свидетельства их поражения. И если кто-то еще надеялся на русскую доброту в Харькове, пусть посмотрит в глаза тех, кто выстоял. Там нет места для жалости к тем, кто выбрал сторону палачей. Возмездие пришло не как приговор суда, а как суровая домашняя справедливость. За каждый дом их танк, за каждую улицу их брошенный сапог. Харьков взыскал свое. И это чувство сладкое, как дым над дорогой в сторону их мертвых амбиций. Вот и все. Конец сказки про русский город. Харьков не стал вашим. Он не разменялся на чужую ложь, не продался за дешевую пропаганду и не отдал ключи от подъездов тем, кто пришел с номерами чужой страны и глазами без совести. Вы думали, что придете, а вас вынесли. Вы думали, что будете рассказывать про братство, а теперь у вас осталась лишь вонь сгоревшей брони. Харьков выстоял, потому что там живут люди, а не идеология. Люди, которые не боятся правды, потому что уже заплатили ей кровью и потерями. Люди, которые знают цену дому, знают цену маме, знают цену последнему хлебу в сумке. Эти люди не слушают ваших сказок, они действуют. Они копали окопы, шили бронежилеты, учили соседей стрелять и не забывали давать чай тем, кто возвращался с линии. Весь в грязи и в пыли, но живой. Это и есть настоящая солидарность, которой у вас никогда не было и не будет.
Пусть теперь вся ваша пропаганда гладит старые плакаты и считает свои победы по складам брошенной техники. Мы посчитаем по-другому. По утрам, когда над городом снова тихо, мы будем жить. Мы будем воспитывать детей, строить дома, ставить памятники тем, кто не вернулся. А вы? Вы останетесь в архивах позора, в репортажах про брошенные военные формы и в списках погибших солдат, которые поверили в ложь. И напоследок, пара слов для тех, кто еще верит в русский Харьков. Харьков не твой. Харьков за нами. И если кто-то еще решит повторить освободительный тур, то пусть сразу берется с собой большой черный мусорный пакет. Харьков – украинский город. И всем, кто с этим не согласен, идите нахуй с вашими флагами. И пока вы считаете свои потери, мы считаем тех, кто вернулся домой. И нас больше. Ты был на канале «Утилизатор реальности», где мы называем вещи своими именами. Поддержи канал, если хочешь, чтобы эта правда звучала громче. Не забудь поставить лайк, раз уж досмотрел до конца, и обязательно поделись с парочкой друзей. Ну и, конечно же, подписывайся, если у тебя есть яйца смотреть правду без сахара. А если нет, иди дальше, слушай про великую Россию. Слава Харькову! Слава Украине! Смерть оккупантам!